Знаете, за все то время, что мы играем в eFootball, и я, и вы, наверняка мы все видели весь этот контент, от мала до велика, когда нас прям осыпали различными паками, интересными кампаниями и всем таким прочим, когда в игре были оперативные обновления из парочки паков, которые особого интереса не представляли, и вот сегодняшнее обновление вроде бы, более-менее ощутимое по количеству, но как будто бы по качеству оно очень и очень сильно хромает. По крайней мере, на мой субъективный взгляд, сегодняшнее оперативное обновление можно назвать одним из самых худших, что было в игре. Конечно, вы можете со мной не согласиться и наверняка будете правы, но, по крайней мере, это моя мысль, и в сегодняшнем ролике я буду ее растирать по вот этим минутам, из которых состоит ролик, и буду обосновывать, почему же сегодняшнее обновление мне вообще не понравилось, и я скорее словил от него негативные впечатления, нежели хоть какие-либо нейтральные. А вы все меня знаете, за последний год я, в принципе, стал как-то терпимее относиться к большинству обновлений, даже если они контентом не изобилуют. Чего не скажешь, опять же, про сегодняшний апдейт. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock также проходят розыгрыши, а поэтому все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. По сути, у нас продолжается кампания, посвященная 8-летию мобильной версии игры, мы продолжаем зарабатывать крутки, но параллельно этому добавили и другой контент, который, казалось бы, должен хоть как-то разнообразить игровой процесс, и он вроде бы этим занимается, но с другой стороны, он такой скудный и для донатеров, и для особенно фри-ту-плейщиков, что вот как-то без слез на это в лишний раз не взглянешь. Например, Бавария стала чемпионом Бундеслиги, в честь этого выкатили небольшую мини-кампанию, благодаря которой в игре появился шоу-таймовский набор с игроками Баварии и бесплатный пак с фри-ту-плейными карточками. Казалось бы, неплохо, но с другой стороны, а кому нужны эти шоу-таймовские игроки? Понятное дело, фанатам Баварии, кроме них они кому-нибудь еще понадобятся? Кто в здравом уме среди донатеров, которые имеют условных Шмейхелей, Чехов, Буфонов, будут идти за Нойером, у которого навык, связанный с пасами? Да, конечно, ему накидали пару-тройку навыков, связанных с пасами, для разнообразия, как это было, например, у предыдущей карточки Эдерсона из номинального пака. Но опять же, учитывая приверженность Нойера к тому, чтобы выбегать на половину поля, из-за чего он нередко пропускает середины, я не уверен, что он прям нужен кому-либо, кроме, опять же, фанатов Баварии. Или Кимих на позиции опорника со стилем дирижер, опять же, при наличии условных Вейра, последнего Райкарда, а для тех же донатеров мне не кажется, что эта карточка будет прям очень сильно интересна. И Мусиала, который и без того нередко появляется в тех же самых командах недели, его карточку добавили в бесплатный пак в честь чемпионства, у него имеется, по-моему, аж целых 2 бигтаймовские карточки и теперь вот шоу-таймовская карточка, а поэтому мой вопрос все еще остается актуальным. Кому нужен этот пак, кроме болельщиков Баварии? С другой стороны, как будто бы кто-то запрещает добавлять определенный контент для определенной слойки фанатов, но в то же время остается немало пользователей, которым данный контент не особо-то и нужен, и по сути для них этот четверг просто проходит мимо. Но этим шоу-таймовским паком Konami также не ограничились, они добавили, что неожиданно, пак с Джейми Варди, который состоит из 50 футболистов, и в котором также присутствуют 3 хайлайтовские карточки, которые также отсылают нас к чемпионскому сезону 15-16. Компанию Варди составили Мораес, Шмейхель и Нголо Канте. И вроде бы здорово, отсылка на чемпионский сезон. Это вот игроки, которые в той же песке по моделькам ощущались здорово, но поскольку это шоу-таймовский пак, а не эпический, то все представленные игроки изображены в нынешней версии. Таким образом, Джейми Варди представлен в качестве шоу-таймовского игрока в 39-летнем возрасте, по-моему, 38-39, где-то так, не помню точно. И все остальные игроки также. Нголо Канте, и Мораес, и Шмейхель — это уже далеко не самые праймовые версии этих игроков. Как по мне, совсем другое дело было бы, если бы это был эпический пак. Но здесь, конечно же, нужно учитывать возможности Konami, поскольку для эпического пака
пришлось бы договариваться с каждым из футболистов отдельно, в то время как шоутаймовские паки по сути выпускаются по лицензии FIFA Pro, поэтому игроки и представлены в нынешней формации, в плюс 30-летнем возрасте, что называется. Конечно, можно было бы по приколу забрать Варди, учитывая, что для этого много монет не понадобится, но, блин, тратить реальные деньги на модельку 39-летнего нападающего, у которого нет устойчивости, но он хотя бы более-менее бегает, ну, как по мне, крайне и крайне сомнительно, если честно. Или вот, новый номинальный пак. Вспомните номинальный пак, который нам раздавали на прошлое обновление фазы, с теми же самыми распасовщиками, где футболисты, представленные в паке, могли усилить, ну, по возможности, каждую из позиций. Вратарь в лице Эдерсона, нападающий в лице Кейна, полузащитники в лице того же самого Челханоглу, Де Йонга, Жуау Невиша. И вот теперь посмотрите на вот этот пак. Футбольные братаны. Братья, братушки, я не знаю, родственники кровные. Да, конечно, можно сказать, что здесь присутствует Тео Эрнандес, один из лучших левых защитников, если вы играете с атакующими защитниками. Не принимаем во внимание тот факт, что его и так постоянно пихают в различные наборы. Здесь присутствует МакКаллистер, который по рейтингу в принципе неплохой, но также не учитываем, что в недавнейшем паке ЛЧ пихали аж целых 2 его карточки, и тот же самый пак селекции с Ливерпулем, где он также присутствует. И в сухом остатке получаем, что из разряда относительно новых карточек, которые редко фигурируют в игре, у нас остается Джастин Тимбер и Лукас Эрнандес. Тогда как все остальные, ну, просто, наверное, по приколу, для условной коллекции, учитывая, что это особо ничего не стоит. Но если смотреть на этот пак с точки зрения фри-то-плейного игрока, как по мне, это какое-то издевательство. Тематически вроде бы здорово, но для потенциального усиления, учитывая, что фри-то-плейщиков и так не часто балуют, именно вот номинальными паками, более-менее достойными, ну, опять же, это прям какое-то издевательство. Аж целых 2 брата МакКаллистера, которые не имеют геймфейсов и которые играют в бельгийской и в аргентинской лиге. Казалось бы, здорово, что хотя бы за пропуск на матч добавили братьев Беллингемов, но за Джуда Беллингема вам придется отвалить намного больше монет, поскольку он в премиальном матч-пассе, в то время как Беллингем-младший представлен также без геймфейса. И получается, что этот номинальный пак наполовину состоит из футболистов, у которых нет реальных лиц и вряд ли появятся. Будут ли Konami добавлять те же самые реальные фейсы для братьев МакКаллистеров? Ну, я не совсем уверен, если честно. И в сухом остатке у нас остается новый главный тренер, который появился за 500 золотых монет вместо Хаби Алонсо. Это Франц Бекенбауэр, который получил 2 играбельных стиля, один из которых достигает 89 пунктов, в то время как другой 80 пунктов. Тот, что 89 пунктов, это длинный пас. Достаточно редкий стиль, который используется игроками намного реже, чем все остальные, и длинная контратака это 80 пунктов. Но в какой-то веке двойной буст у главного тренера прибавляет +1 к достаточно неплохим скиллам, в частности это реализация и сила удара. В комментариях отпишите, будете ли вы забирать этого Бекенбауэра, или же и так довольны теми тренерами, которые присутствуют у вас в составе. Я упоминал вкратце про подарочный пак с игроками Баварии, давайте остановимся на нем чуть-чуть поподробнее. В принципе, неплохой подгон, модельки все более-менее хорошие, играбельные, и в потенциале, если у вас нет ни одной из этих карточек из предыдущих наборов каких-нибудь, то в потенциале они могут вас усилить. Но в то же время не забываем, что как минимум 3, а даже все 4 игрока частенько появляются в командах недели. Это Харри Кейн, это Алиса и Йозуа Кимих. Разве что вот из этой пятерки Упамекано крайне редко фигурирует в тех или иных наборах. Ну и немного про команду недели. Что интересно, из одного футбольного матча добавили аж целых 2 футболистов, причем из разных команд. Речь, конечно же, про прошедшее Эль Классико, или же с точки зрения фаната мадридского Реала Эль Дурика. Карточки оттуда получили Рафинья за свой, в принципе, неплохой перформанс и Килиан Мбаппе. Последний, с одной стороны, вроде бы проиграл матч, но с другой забил целый хэт-трик в ворота Барселоны. А поэтому получил самую высокорейтинговую карточку в этом наборе. Чего не скажешь про Рафинью, который уступает Килиану Мбаппе на 1 пункт, если буст активирован. Точно так же, как и Сёрлот, который вроде как оформил целый покер за достаточно короткий промежуток. Поэтому насколько справедливо вот подобное распределение рейтингов, исходя из голевых свершений, мне было бы интересно узнать от вас в комментариях под этим роликом. Следующий понедельник с эпическим набором продолжает линию с игроками Баварии, и мы увидим соответствующий набор
договор с мюнхенцами. В частности, нам добавят новую версию Румениги за как раз-таки Баварию. Это также версия за Баварию Ули Хёнеса, в этот раз без пикирующего сокола, а с моментум дриблинг. Ну и для особо искушенных фанатов Баварии это Мартин Ди Мичелес на позиции центрального защитника. И, в общем-то, вот такие вот у меня впечатления от последнего оперативного обновления. Согласны вы со мной или же нет, это уже остается на откуп вам. Своим мнением я поделился, свои доводы я привел, почему конкретно мне не понравилось сегодняшнее обновление. Ваше же мнение, как и всегда, буду ждать в комментариях под этим роликом. Призываю вас в лишний раз не забывать про всевозможные активности под этим роликом. Опять же, комментарий, лайк, подписка на канал, если вы находитесь здесь впервые. Ну а у меня же на этом все. Всем спасибо за вашу активность, услышимся в следующих роликах на канале Realistic PES. Всем пока!